Всем привет! Сегодня новый обзор. Вот такой вот маркер Молотов 612 EM с ватой внутри. Не помповый, как обычно, а как олдскульные маркера, куда надо чернила заливать в вату. Широкий маркер. Откроем его. Оу. Открыть оказалось тяжелее. Вот такое вот толстое перо. Попробуем поделать жирные теги. Вместо чернил использую пилот, черные чернила для заправки маркера. Как раз пригодится пипеточка. Интересно, сколько нужно заливать. Давно я не имел дела с такими маркерами. Главное, чтобы не переборщить и в кармане потом не текло. Вьетнамцы орут на заднем плане. Не, ну так, наверное, заправлять я устану. Можно просто ливануть. О, весь маркер в чернилах. Кайф. Все как обычно. Добавим даже еще чуть-чуть. И салфетки. Дай мне, пожалуйста. Да, ну да, любые. Хорошо. Похоже, я все-таки переборщил. Ну, короче, я сильно переборщил. Но на перо тоже сразу польем все равно уже. Думаю, этот обзор будет коротким. Ну так, теперь все в краске вместе с руками. Погнали тегать, пробовать. Заправка превратилась в отмывание рук, всего остального.
Кирюхич мягким знаком или без пишется? Твердым. Кирюхич! Это будет Кирюхич. Не, а Кирюхич еще. Это как апчхи звучит. Несмотря на конце, как бы твердый знак. То ли она пыльная, блин, то ли маркер, так, конечно, пишет. Это этот, сватый внутри, короче, молотов. Ощущение, что русский пробит. Нет, туда много чернил залил. Видишь, когда вот так медленно, нормально пишет. Блин, какие ужасные буквы. О чем речь? О моем леттеринге. Это лучше всех моих тегов, что я делал. Дверь мне запили. Мы заброшечки. Посмотрите, какой коп у них, да? Блин, вообще. Как по ним тегать-то? Лучшая стенка.
Ехать очень не хочется вообще. Пира уже почти нет. Плывем под мост, снимать обзор. Пойдет, можно? Не хотел бы утром. Всем привет, новый обзор. Снимаю везде и всегда. Да, часовой по каналу. Буква Ю, конечно, твоя. О. Это вообще... Сейчас выключу, забыл. Ну это можно начать еще. Даже если что-то один момент. Я просто могу встретила, когда через после, как будем дать, если в пятницу раз съем, записать, снимать, вот, живые. Где? Ну, возможно. Не-не-не, я давно не шел. Ну так получилось.
Как будто подкончается уже. Кирилл еще обделал. Ну, он хуй. Да. Твою, конечно, вообще жесть. Да, он как будто подсыхает. Да, все, походу, надо перезаправлять. Он это уже ходит. Не футболист какой-то. Слушай, они... Да. Ну, примерно, да. И он, наверное, что-то все-таки, например, То есть тяжело поместить. Да. Надо квадратный его просто сделать. Протестировал маркировку вот этот Молотов. Логотипы уже все затерлись, не особо что-то видно. Мне не понравился маркер. Мне кажется, он уже морально устарел. И после того, как привыкаешь к сочным тегам помповыми маркерами, покупать маркер, у которого просто перо внутри для чернил, возможно, для каких-нибудь холстов, там, тегингу по бумаге, там, учиться широкому, он нормально пойдет, а на улице тут 2-3 тега, и постоянно надо заправлять. Не знаю, обратили внимание или нет, было ли это видно, но я вот понемногу сюда наливал в эту вату чернил. Совсем не сказал бы, что много, там пару пипеток, так скажем, и через перо всегда в крышку натекало чернила. Открывал, когда они там могли испачкать. Поэтому мне не особо понравилось. Хотел взорвать, но решил оставить его в коллекцию использованных маркеров. Поэтому так вот. А так смотрите на теги в видосе, делайте свои выводы. Я думаю, что по бумаге, по холстам пойдет дома потегать. Но аналогов, так скажем, именно такой ширины помповых особо нет. Там трансформер молотовский, но он тоже чаще всего проблемный и очень часто течет. Поэтому, возможно, конечно, если нужна именно такая ширина, то придется брать такой. А так, всем йоу, до новых тестов. Спасибо за суппорт.